Сегодня я расскажу вам 5 способов, как сделать так, чтобы аккумулятор вашего автомобиля прослужил как можно дольше. Сейчас автомобильные аккумуляторы становятся все дороже и дороже. Иногда средняя батарея стоит около $140, поэтому вы, конечно же, хотите, чтобы она служила максимально долго. Первый способ – продлить срок службы аккумулятора, использовать его постоянно. Я знаю, это звучит нелогично, но это не так. Автомобильные аккумуляторы не такие, как батарея к телефонам. Когда вы используете телефон, батарея разряжается и в итоге полностью садится. Но с автомобильными аккумуляторами все иначе. Они запускают двигатель, но как только двигатель запущен, включается генератор. И генератор начинает заряжать аккумулятор и питать двигатель. Автомобильные аккумуляторы устроены так, чтобы немного разрядиться при запуске, а затем снова зарядиться от генератора. Если аккумулятор просто стоит без использования, он портится сам по себе. Если вы редко используете машину, хорошая идея использовать специальное зарядное устройство. Оно подключается к аккумулятору, дает небольшой поддерживающий заряд и время от времени слегка заряжает его, как бы тренируя аккумулятор, чтобы он оставался в форме. Если вы не пользуетесь машиной, либо используете такое устройство, либо вообще снимайте аккумулятор. Если машина стоит неделями или месяцами, держите аккумулятор на таком устройстве и ставьте обратно, когда будете пользоваться автомобилем. Я лично постоянно использую такое устройство. Когда я проверяю аккумулятор прибором, почти всегда показывает: аккумулятор хороший, но требует подзарядки. Я просто ставлю аккумулятор на зарядку на некоторое время. Если вы редко ездите, периодически подзаряжайте аккумулятор, потому что он слабеет просто от простоя. Следующий способ продлить срок службы аккумулятора — это держать клеммы чистыми, без коррозии и хорошо затянутыми. Потому что коррозия или слабый контакт создают сопротивление, а чем больше сопротивления, тем тяжелее аккумулятору передавать ток. Это называют перегрев отдельных участков, что со временем быстрее изнашивает аккумулятор. Все, что вам нужно, это просто очиститель клемм за копейки. Просто счистите всю коррозию, затем используйте очиститель контактов. Очистите все остатки загрязнений. После того, как все высохнет, нанесите защитный спрей на клеммы аккумулятора. Он предотвращает попадение паров в кислот и защищает от коррозии. Обрабатывайте обе клеммы. Так коррозия не вернется и не будет перегрева из-за плохого контакта, который заставляет аккумулятор работать с перегрузкой и быстрее выходить из строя. Следующий способ — убедиться, что у вас установлен правильный аккумулятор. У аккумуляторов есть характеристики. Например, у этого 830 ампер холодной прокрутки. Это достаточно для этой машины, потому что с завода стоял аккумулятор на 800 ампер. Но так как я езжу немного, мне приходилось менять аккумулятор каждых пару лет. Когда я поставил аккумулятор на 830 ампер, он уже работает 5-й год без замены. Иногда лучше поставить более мощный аккумулятор, чем штатный. Главная задача аккумулятора — запускать двигатель. Для этого нужна большая мощность. После запуска работает генератор. Многие думают: производитель же поставил маленький аккумулятор, значит так надо. Нет, это сделано потому, что так дешевле и немного легче, и дает минимальную экономию топлива. Но основная причина — экономия при производстве. Следующий способ — время от времени проверять генератор, потому что генератор работает вместе с аккумулятором. Если один из них слабый, он портит другой. Если генератор слабый, аккумулятор работает больше и быстрее изнашивается. Если генератор перезаряжает, он может просто сжечь аккумулятор. Генератор вырабатывает переменный ток, который внутри преобразуется в постоянный. Если что-то ломается, он может выдавать слишком высокое напряжение, и это разрушает аккумулятор. Проверка генератора занимает буквально пару минут. Можно даже купить недорогой тестер и проверять самому. Проверяйте аккумулятор и генератор регулярно, потому что на современных автомобилях очень много проблем связано именно с ними. Check engine — плохая работа двигателя, странное поведение, часто причина — слабый аккумулятор или генератор. Современные машины управляются компьютерами, а они очень чувствительны к напряжению. Если оно неправильное, возникают странные неисправности. Последний способ — проверять уровень электролита. Откройте крышку и посмотрите внутрь. Если пластины покрыты жидкостью, все нормально. Если видны, уровень низкий. Просто долейте дистиллированную воду. В большинство современных аккумуляторов нельзя доливать воду, поскольку они необслуживаемые. Но вода все равно испаряется. Просто медленнее. И когда она испаряется, приходится менять весь аккумулятор. Лучшие аккумуляторы для долгой службы — те, которые можно обслуживать. Но если вы вообще ничего не планируете проверять, лучше брать необслуживаемый. Он прослужит дольше без обслуживания. Если доливаете воду, используйте только дистиллированную. Обычная вода содержит минералы, которые оседают и могут замкнуть аккумулятор. Теперь вы знаете 5 способов, как продлить срок службы аккумулятора, чтобы не остаться где-то с разряженной машиной и не получить дорогой ремонт из-за проблем с электрикой. Если не хотите пропускать новые видео, не забудьте поставить лайк и нажать на колокольчик и подписаться на канал. До встречи на канале.